Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал, и это ваш гороскоп на февраль 2026 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее, будем с вами разбираться и планировать этот интересный период. Друзья, гороскоп по декадам, поэтому информация для первой, для второй, для третьей декады Тельца, она будет разная. Но при всем при этом здесь будет еще информация, которую всем тельцам, она общая, необходимо услышать, потому что ее невозможно поделить по декадам или же тайм-кодам. Ну что, дорогие, готовы? Поехали. И да, этот гороскоп можно смотреть по Солнцу или же по асценденту. Если вы смотрите по Солнцу, то тельцы первой декады – это все те, кто родился в апреле, еще такие заряжены овновской, марсовской энергией. Тельцы второй декады, кто родился с 1 по 10 мая. И тельцы третьей декады, если вы родились с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Почему так говорю? Потому что каждый год в разный день Солнце переходит в знак Близнецов. Поэтому если у вас есть сомнения, все-таки кто вы по Солнцу, Телец или Близнецы, пишите в комментариях свою дату, время, место рождения. Для того, чтобы я вам сказала, что кто вы, Телец или Близнецы. Или же, если вы смотрите этот гороскоп по асценденту, тогда 30 градусов знака Тельца делите на 3 равных отрезка. Если ваш асцендент попадает с 1 по 10 градус, то это первая декада. Если с 11 по 20 градус, то это вторая декада. И если с 21 по 30 градус, то вы третья декада Тельцов по асценденту. Ну что, готовы? Поехали. И февраль у нас обещает быть месяцем нестабильным, насколько можно применить это слово, то максимально, пожалуй, нестабильно, потому что у нас большую часть месяца и ваш управитель Венера до 10 февраля будет находиться в Водолее, плюс еще другие планеты тоже у нас будут находиться в Водолее. И да, забегая вперед, у нас еще коридор затмений, который начинается с новолуния в Водолее. Опять же, да, то есть большая часть месяца у нас нестабильна, а потом как мы со всем этим справимся. Но опять же, начало февраля у нас начинается с полнолуния. Полнолуние во Льве 1 февраля 2026 года. Участвует, естественно, ваш управитель Венера, дорогие, поэтому здесь сейчас слушают все тельцы. И это такая история, когда хочется свободы, хочется легкости, хочется сбросить свои оковы, хочется как-то уйти от ответственности, ничего решать, хочется заняться собой, своей жизнью, пожить. И я даже не могу сказать, что это как-то плохо, понимаете, но единственный здесь вопросик, что с 1 февраля уже Венера, она в Водолее, но она начнет все больше и больше приближаться и становиться в квадратуру с Ураном. То есть весь февраль, можно сказать, будет вот такое настроение. Естественно, что хочется делать в таком настроении? Хочется тратить деньги на прихоти, на покупки, которые после вы скажете, зачем вообще мы это покупали, я покупала, я покупал. То есть это окажется та покупка ради хайпа, ради легких каких-то таких эмоций, но по факту она быстро забудется. Захочется выходить из отношений. Эта позиция всегда ведет к разводу. Когда хочется чего-то нового, старого надоело, уже нет понимания, и нам кажется, что вот если мы сейчас из этих отношений выйдем, то у нас будет сразу все, и нас поймут, и все будет классно, потому что раньше когда-то, лет 5, 10, 15, 20, у каждого свой момент этой семьи, брака, да, то есть когда-то было легко, но вопрос в том, что нам уже не 20. Да? Конечно, меня смотрят и 20-летние, просто понимаете, что когда ты 35, 40, 45, мысли уже совершенно другие, на опыте, да. И эта история вот такая, понимаете, что такого огня, силы и задора, как в 20, не будет никогда. Поэтому если вы смотрите этот гороскоп, и вам 20 лет, у вас в феврале может быть разрушительная сила. Но по факту на этой силе можно начать новую работу. Можно нечто новое, большое, мощное, интересное в своей жизни сделать.
хоть и будет, например, казаться, опять же, да, что никакого определенного сильного будущего у этого нет, но если это желание получить какие-то легкие эмоции, это одно, а если это про стабильность, про будущее, про мощь, здесь нужно все-таки подумать, понимаете, да, о чем я говорю. Легкие покупки делать я не рекомендую в этом феврале. Если все-таки вы хотите и смотрите этот гороскоп в конце января еще отмотать на неделю, да, раньше, когда выйдет этот гороскоп, то здесь, конечно же, можно делать покупки в конце января. Потрясающая история. Последние недели января, если вы собрались покупать что-то, это квартира, это машина, это большие, мощные такие покупки, которые оставят у вас фундамент жизни, потому что здесь Венера, она хоть и в Водолее, но она в потрясающем аспекте с Сатурном и в гармоничном аспекте с Ураном. Приобретение, либо ремонт, либо какие-то операции с недвижимостью, автомобилем очень хорошо сложатся, да, то есть очень будет много позитивных эмоций и настроений, опять же, их нужно создавать, то есть все эти аспекты, они хоть и гармоничны, в моей программе красный цвет – это гармоничный аспект, и поэтому не пугайтесь. Черный – это напряженный, да, красный – это яркие эмоции, незабываемые, когда нужно делать, энергия огня. Ну вот я так настроила, и у меня такая уже привычка много лет. Поэтому привыкайте вместе со мной. Поэтому делать очень классно последние недели января получится очень хорошо. Но эта история может затянуться именно в февраль и может уже в первой неделе февраля быть такой нестабильной, понимаете. Опять же, все это будет зависеть от наших эмоций и настроений, потому что в полнолуние это история, конечно же, когда мы включаем свое я, свое эго, свою мощь, свою гордыню, потому что Луна во Льве – это максимально завышенное самомнение о себе в этот день у нас будет, да, поэтому здесь постарайтесь не делать резких движений, но опять же делать их все-таки захочется, потому что у нас и Марс с Плутоном в соединении. А кто смотрел мои гороскопы осень силы 2024, кто смотрел весна действия, это апрель 2025, вот там был аспект Марса с Плутоном, оппозиция, квадратура, но вот здесь соединение, он еще мощнее. На кого будет влиять этот аспект? Да, сейчас буду по декадам говорить. На кого будет очень сильно влиять этот аспект? Конечно же, на тельцов первой декады, потому что вот он у нас красавчик Плутон, и он делает как раз таки квадратуру Солнцу тельцов первой декады. Это, те скажете, разрушительный аспект. Опять же, если ничего не делать, не строить бизнес, не развиваться, не планировать что-то такое большое, масштабное, не просто планировать, а делать, действовать, потому что в этом феврале и в этом марте нужно действовать. Конечно же, в январе, если вы уже включились в свою жизнь, дорогие тельцы первой декады, это вообще супер классно. И если вы же и вы еще тормозите, то тогда в феврале уже будет вот прям такая мощная сила, когда невозможно будет сидеть и ждать. Особенно если у вас накопились какие-то моменты и вопросики, связанные с юридическими формальностями, тонкостями. Особенно если вы собрались там где-то судиться, задолжали. Вот здесь нужно это очень четко и сильно понимать, да, то есть здесь желательно бы эту историю к февралю завершить, в нее не уходить, не тратить свои силы, свои эмоции, свое настроение на споры, понимаете, да. А вообще квадратура Плутона для тельцов первой декады – это стимул к развитию, не разрушению. Поэтому вспоминайте все, что вы всегда хотели сделать, когда вы растите, да, и настроение этого полнолуния на первые 2 недели февраля точно у вас закрепится, да, поэтому здесь вспоминайте себя, свое я, свои истинные ценности, потому что уже по-старому жить не получается. Старое вот оно все развалится в этом феврале и марте окончательно. А кто контролирует старое и новое в вашей жизни? Только вы сами. Поэтому не надо смотреть ни на каких вот вообще других людей, как кто живет. Посмотрите внутрь себя и скажите, что вы вообще любите, что вам нравится, что дает вам силу, что дает вам отдых, что дает вам расслабление. Потому что, судя по Венере, ну, как минимум 10-11 февраля уже придет такое другое совершенно настроение, не более хаотичное, когда придет такое понимание, романтика, любовь к себе, но здесь желательно не раскисать, это тельцы первой декады. Тельцы второй декады, дорогие, у вас история, конечно же, тоже вот она такая хаотичная, движение, мощь. Но опять же, из второй декады рака делает гармоничный аспект Юпитер.
И если вот вы в январе, конечно, это история января, и это история осени, сентябрь и октябрь, опять же, нет. Это история лета. В сентябрь-октябрь он разворачиваться пошел, да. Это история лета 2000, окончание лета 2025 года. Дорогие тельцы второй декады. Что делали, что не сделали, что хотелось сделать. Такой большой, мощный запал жизни. Поэтому Юпитер будет делать гармоничный аспект еще к вашему Солнцу. Получается февраль, март и апрель. Воспользуйтесь этим гармоничным аспектом. Все, что касается Юпитера, это социальный рост, социальное развитие, улучшение качества своей жизни, возможно, даже переезд. Это может быть либо командировка по работе, если у вас планируется это переезд в более благоустроенную квартиру, дом, то есть в более благоприятный район. Опять же, если у вас есть история, вопросики с иммиграцией, опять же, ну, больше вопросики под иммиграцию все-таки у тельцов третьей декады работает эта история. Но опять же, если вы очень долго подготавливали, тельцы второй декады, например, документы на что-то, эта история тоже у вас может случиться как раз-таки вот в эти несколько месяцев, пока Юпитер будет делать гармоничный аспект. И он потом уйдет. Просто в следующем году Юпитер будет делать тельцам напряженный аспект, когда это такой момент, через разочарование мы начинаем что-то делать. Понимаете, о чем я говорю, да? И тельцы третьей декады. У вас, дорогие, особенно последние несколько градусов, финальная петля Урана. 4 февраля Уран выходит из ретроградного движения и идет в сторону знака Близнецы. Но опять же, до 26 апреля 2026 года Уран будет в третьей декаде Тельцов. А это что? Разрушается старый мир. Идет послевкусие, то есть обнуление. Обнуление всех тех событий в вашей жизни, да, то есть это какие-то новые события. Либо вы создаете их сами, понимаете, что по-старому уже не получается, по-старому не хочется, никакой радости, никакой счастья. Либо же это те самые истории, когда резко просят уйти, уволиться с работы. Это те самые истории, когда нам говорят, ну, мы не хотим вам платить деньги. В прямом смысле резко что-то меняется, партнерство заканчивается и тому подобное. Поэтому здесь, дорогие тельцы третьей декады, просто внимательно понимайте, что может случиться вот такая история у вас еще до конца апреля. И у вас, опять же, и конец января, и начало февраля, и в полнолуние, да, и вообще первую половину февраля очень хорошие аспекты, связанные с Сатурном. В январе это еще вопросики, связанные с эмиграцией, с таким глобальным переездом, изменением своей жизни, либо какие-то благоприятные события в вашей жизни, потому что 26 января 2026 Нептун меняет знак, из Рыб переходит в Овна, то есть и перестает влиять как раз-таки на тельцов. На тельцов третьей декады гармонично перестает влиять, вообще никакого влияния не будет. Поэтому здесь нужно учитывать, что еще немножечко остается на начало февраля. Эта история связана с Нептуном. Нептун всегда на гармоничном аспекте дает благоприятные события в нашей жизни, там изменение семьи, брак возможно. Потому что здесь еще и Сатурн рядышком идет. Сатурн это всегда бюрократическая история то есть законная такая обертка всего того, что мы делаем. Например, приобретаем недвижимость, естественно, должна быть бумажка, должно быть подтверждено формально, что это наше. Точно так же и брачные отношения. Здесь у тельцов третьей декады, если у вас кто-то из вашей жизни вышел, не отчаивайтесь, ходите, гуляйте, встречайтесь для того, чтобы встретить своего человека, и все у вас в жизни было хорошо. Главное здесь не расстраиваться и не бояться. Понимаете, вы своя опора, ищите опору в себе. Вы классные, вы молодцы. Благоприятный аспект Сатурна, с Нептуна, который говорит, делай, делай, и будет хорошо. Здесь главное не бояться и не создавать самим вот такую дичь. Не тратить свои деньги хорошо заработанные на какие-то прихоти, потому что они вам пригодятся и в феврале, и в марте. Идем дальше. Начало февраля у нас вот такое. Уран разворачивается 4 февраля. На кого он будет влиять? Влиять будет только на тельцов третьей декады. Следующее событие у нас 14 февраля. Сатурн меняет знак. Переходит из знака Рыбы в знак Овен. И до весны 2028 года не будет влиять на тельцов. А потом, когда он войдет в знак Тельца, эта история будет складываться
не очень-то гармонично, потому что Сатурн в соединении к Солнцу– это всегда, когда нас заставляют делать то, что мы не очень любим, там, зарабатывать деньги для чего-то, для того, чтобы отдать долги, там, либо там наш муж, например, если женщина меня смотрит, там, плохие отношения с мужем, там, либо с отцом, либо с начальником на работе. То есть у мужчины может это быть история с отцом связана, либо с начальником на работе, да. То есть когда аспект Сатурна к Солнцу, то есть это такие напряжения, когда нужно показывать свой истинный характер. Какой характер у тельцов? Максимально приземленный, максимально стабильный, любящий стабильность, комфорт, красоту, эстетику. Не просто так мне нужна гора денег, нет. Мне нужна красивая, оформленная гора денег для того, чтобы у меня в жизни все было хорошо, красиво, как мне нравится. И это, пожалуй, базовая такая мощная энергия, сила, которая должна быть тельцам понятна. Вам должно нравиться, потому что ваш единственный управитель– это Венера. И вот если вы, дорогие тельцы первой и второй и третьей декады замечаете вот настоящий момент, когда вы смотрите этот гороскоп, что вы максимально живете и вам не нравится, тогда февраль будет сложный. Сатурн, уже много раз говорила в других гороскопах, что это история про недвижимость, социальный статус, социальные изменения в семье, вашего положения. Собственно, либо это история с долгами, либо это история с улучшением финансами. Даже если мы на напряженном аспекте работаем с Сатурном, мы все равно зарабатываем, и мы получаем эту историю стабильно. Может быть, чуточку с задержками, потому что специфика аспекта Сатурна, но тем не менее, все, что мы вложили, мы получаем и чувствуем себя классными. И да, если же, дорогие тельцы, не чувствуете вы свою вот эту внутреннюю силу, что вам нравится, что вы кайфуете от того, что вы делаете, тогда в феврале у нас случается еще, пожалуй, одно из событий, которое будет очень сильно влиять на всех. И это тоже, понимаете, что не только вы будете это чувствовать, другие люди тоже. И не все такие приземленные, как вы, опять же. Но у нас 17 февраля на небе включается коридор затмений. 17 февраля по 3 марта 2026 года. Начинается с новолуния в Водолее, причем и Солнце, и Луна в квадратуре с Ураном. Понимаете, о чем история? Венера, ваш единственный управитель, дорогие, находится прям вот стоит на кармическом узле, на северном. То есть эта история, смотрите, еще все это добро у нас вот выходит из Водолея, когда у нас все-таки вот такие наши эмоции, помните, я говорила в начале февраля, нам захочется вот прям вот выйти из всего, все бросить, сказать, я устал, я ухожу. Но опять же, коридор затмений у нас тоже на этих историях продолжается, но все остальное, и Венера, и Меркурий, буквально уже там на следующий день у нас и Солнце, и Луна, все это будет в рыбах. А в рыбах это история, когда нам жалко, когда мы боимся, когда мы не знаем, что выбрать, и от этого мечемся и уходим в какое-то депрессивное состояние, когда мы начинаем ничего не делать, начинаем просто так тратить свое время. Ни в коем случае нельзя это делать. Ну, почему? Потому что у нас вот буквально заканчивается коридор затмений 3 марта, и Марс переходит в знак рыбы. И вот март это будет тем месяцем, когда нужно максимально много сделать тельцам. Неважно, первой вы, второй или третьей декады, потому что месяц март, он вообще будет, забегаю, да, вперед, кто не смотрел трехмесячные гороскопы, но месяц март это будет такая история, когда вот такое максимально ленивое состояние. Но для того, чтобы в марте себе это позволить, там романтику, есть у нас всегда позитивные и негативные качества или черты, да, то есть и состояние. Вот позитивное– это романтика, это любовь, когда вот мы в легкости приумножаем финансы. Может быть такая история в рыбах на самом-то деле, когда вот мы себе представили, мы расслаблены, и у нас деньги к нам идут. Может быть такая история, абсолютно. Но опять же, где это про тельцов? Если у тельцов есть фундамент, и отсутствуют долги, есть подушечка, тогда, конечно же, можно расслабиться. А если этой истории нет, и вы прекрасно, объективно своим взглядом видите, что у вас вот ситуация с деньгами складывается такая, то сложно будет расслабиться. Либо же в ваших отношениях, потому что Венера все-таки она в рыбах. Здесь можно розовые очки себе одеть, иллюзорный мир себе нарисовать, что как-то вот оно позитивненько, вроде как и все добренько, и мы этот кризис пережили. Но опять же, можно об этом смело сказать. Ну, тельцы третьей декады, если у вас разбор полета в отношении, вы можете это сказать только
Хочется мне сказать, что в мае, но май вообще, особенно в 20-х числах, кто смотрел прогноз на год, 2026 год, помните, что я говорила, что с 20-х чисел мая вообще там 10 дней абсолютно нестабильны, и вообще с конца апреля у нас Венера в соединении с Ураном. То есть Уран меняет знак, но он это делает в соединении с Венером. И это вообще такая нестабильная история, понимаете, о чем я говорю? То есть иллюзии в отношениях могут разбиться только когда мы понимаем четко, что происходит в наших отношениях. Что, например, если нашему человеку это не надо, то он ничего не делает. Это же логично, да? Когда человеку что-то надо, он бросает все и бежит. То есть невозможно остановить человека, который, извините, бежит в туалет. Невозможно, потому что ему туда очень сильно надо. Да? То есть точно так же и мотивы и действия людей. Если человеку нужно закрыть много долгов, он при этом не делает ничего, здесь же нужно понять, чего он ждет, что должно произойти в его жизни, чтобы он поднялся. Логика, да, здравый смысл. Я опять же говорю про этот коридор затмений. Кто смотрел трехмесячный гороскоп, тот понимает, что максимальная история для того, чтобы прожить этот нестабильный период, это здравый смысл, логика и адекватность. У тельцов это присутствует. Будьте максимально тельцами в этот период для того, чтобы вот прям включайте свое солнце, даже если вам говорят, что вот как-то вот вы очень жесткий. Это нормально. Это нормально быть своим знаком зодиака и отыгрывать свои качества. И вы для этого сюда пришли, для того, чтобы проиграть, ну то есть для того, чтобы победить все негативные сценарии в своей жизни. И да, 17 февраля включается коридор затмений. У нас еще в этот коридор затмений ретроградный Меркурий в Рыбах с 26 февраля по 20 марта. Понимаете, это все накладывается друг на друга. Ретроградный Меркурий у нас еще будет в соединении с Венерой. Опять же, этот коридор затмений про финансы, про отношения, про стабильность и про иллюзии. То есть кто на что гораст, у кого что получится. Потому что большая часть людей хочет, это очень сильно пропагандируется, что для того, чтобы зарабатывать деньги или жить счастливо, это все должно приходить в легкость. Если с первого раза не получается, значит не судьба. Тогда в этот коридор затмений как раз-таки все эти иллюзии и разобьются, потому что у нас заканчивается коридор затмений не на таком, не на таком событии, как новолуние в Водолее, когда мы думаем о будущем в такой, понимаете, в такой проекции романтизма. Нет, у нас заканчивается полнолунием в Деве, максимально приземленно. Дева это вообще из всех земных знаков, ну, приземленнее ее только Козерог, который прям четко сказал и подписал, и вернуть уже ничего нельзя. А с Девой еще можно договориться, да, потому что у Девы управитель Меркурий. И да, этот коридор затмений у нас про то, чтобы договориться. Договориться, во-первых, с собой и, наконец-таки, понять, разбить все эти вопросы с иллюзиями, что же мы делаем не так и почему последние 2 года у всех тельцов вопросики, да, происходит вот все вот это в жизни, потому что заканчивается вот эта история двухгодичного цикла изменения всех планет, и уже окончательно они в 2026 году поменяют знаки и оси. И опять же, дорогие тельцы, кто смотрел на 26 год, тот знает. Кто не смотрел, у нас 27 июля 2026 года кармические узлы поменяют знак и перейдут из рыб Девы в знак Водолей Лев. Это будет такое кардинальный 1,5 года для тельцов. Первая, вторая, третья декада. Поэтому здесь, дорогие, смотрите, опять же, делайте в этом феврале максимум в этот коридор затмений. По финансам вообще нельзя тормозить, потому что это растущий цикл коридора затмений. Здесь только на ускорение. Поэтому тельцы первой декады. Планируйте максимальное большое количество проектов на этот коридор затмений. Здесь нужно не бояться. Вот если вы где-то чего-то посмотрели и сказали, нужно сидеть, ничего не делать, нужно наоборот максимально раскидаться с теми делами, которые вас тянут на дно. Это такая здравая, мощная вещь. Я не скажу, что будет просто, но если сейчас занять вот эти аспекты, получится очень хорошо. Если ничего не делать, то в марте придется делать все и уже совсем на других эмоциях, потому что все вот это будет находиться как раз-таки. У нас Венера только в апреле перейдет в знак Овна, когда захочется каких-то таких не в апреле, там у нас Марс перейдет в знак Овна. Венера, конечно, перейдет в знак Овна, но это будет история, которая, знаете, такая более дерзкая, более яростная. Конечно, кому нужно. Это могут быть тельцы первой декады, у кого планеты еще в Овне. Венера у вас, кстати, может быть еще в Овне. То есть если вам
для того, чтобы победить какие-то трудности, нужна в себе ярость, злость и агрессия, тогда, конечно же, можете ждать момент, вот прямо сейчас таки посчитаю, когда Венера перейдет в знак Овна. Она перейдет в знак Овна, она еще будет с Сатурном и с Нептуном, пока она будет еще с Нептуном выходить из коридора затмений, эта история еще будет такая ленивая, расслабленная, захочется выбрать, усидеть на двух стульях. Потом, конечно же, смотрите, но опять же, с марта еще ускорение, тельцы первой декады вообще не провисайте в этот коридор затмений, спланируйте, потому что я всегда говорю, что побеждает наши иллюзии, это действие. Тельцы второй декады. У вас, дорогие, максимально классная история и в этот коридор затмений для того, чтобы с Юпитером поработать, сделать как можно больше дел, которые вы хотели, потому что Венера находится в северном кармическим узлом в соединениях у рыбах, и гармоничный аспект через Юпитер работает Солнцу Тельцов второй декады. Поэтому здесь история связана с финансами. И если вы собрались как-то расширить свою семью, обзавестись ребеночком, гуляйте, свидания себе назначайте, если вы вообще собрались выйти замуж, жениться. Очень хорошая история для тельцов как раз-таки второй декады в этом коридоре затмений, поэтому здесь либо работа, либо личная жизнь, либо и то у вас гармоничные, благоприятные аспекты, поэтому в начале февраля, если в вашей жизни, как говорится, закрывается одна дверь, понимаете, что в коридор затмений эта история может открыться по-новому, абсолютно на гармоничных аспектах. Но опять же, я не скажу вам, что нужно делать какие-то импульсивные покупки. Опять же, если это для развития какие-то такие истории, инструменты вашего труда, конечно же, да. Если это истории для того, чтобы кого-то удивить, так пыль в глаза пустить, не надо, не тратьте свои, поверьте, вы еще успеете это сделать. Тельцы третьей декады, у вас, дорогие, смотрите, в этот коридор затмений. Захочется, конечно же, на таком настроении сотворить такую максимально какую-то дичь, потому что и новолуние, да, Солнце с Луной в Водолее, в квадратуре с Ураном, захочется прям резко что-то вот так поменять. Опять же, смотрите на свое будущее, хватает ли у вас на это денег, средств и вообще внутренних сил что-то вот так резко менять. Кому-то надо, опять же, кто-то живет всю жизнь с напряженным аспектом Урана и понимает, что когда запускаются какие-то чрезвычайные события, человек с этим потрясающе справляется, а кто-то не может. Это тоже нужно очень хорошо понимать, что кто-то не может на таких энергиях двигаться вперед, а кому-то наоборот это нужно для будущего. Например, выбросить старый гардероб для того, чтобы начать заполнять новыми вещами, новыми привычками. Опять же говорю, не сыпемся в этот коридор затмений, тельцы третьей декады, у вас должно сложиться все хорошо. Вот здесь у нас период к ретроградному Меркурию включается еще и Марс в квадратуре к Урану, да, и это история, когда действия будут наши, должны иметь четкий план. То есть, если вы ускоряете и запускаете в свою жизнь нечто новое, будет получаться хорошо. Старайтесь максимально договариваться, потому что этот период ретроградного Меркурия нам всем нужен для того, чтобы договориться. Договориться с близкими, договориться по работе, договориться с финансами, где-то что-то отложить, пролонгировать. Это неплохой период ретроградного Меркурия для знака Тельца. Поэтому, дорогие, смотрите. И следующий период, который будет у нас летом, у нас будет летом ретроградный Меркурий, он будет в Раке. А вот тот ретроградный Меркурий, который у нас будет в октябре и в ноябре 2026 года, вот это для тельцов будет очень сложно. Вот там будет сложно договориться. Поэтому, если вы понимаете, что у вас на конец года, дорогие тельцы, и первая, и вторая, и третья декада какая-то мощная история, понимаете, вот там будут сложности. А здесь в феврале стартуйте. Не говорю вам, что если вы послушали этот гороскоп, и Женя сказал, что как-то оно все само сложится, значит сложится. 3 марта у нас честный финал коридора затмений, когда мы поймем все-таки, что мы сделали. И на момент этого окончания у нас полнолуние в Деве, максимально четкий приземленный знак. Опять же, если тельцы за этот момент раскидались долгами, это тельцы, например, первой декады или же третьей декады, у которых нестабильность вообще в жизни, разрушается старая, да, то есть
Если вы нашли новые источники дохода, если вы заново начинаете строить свою жизнь, у вас получается очень потрясающе хорошо. Тельцы второй декады, если у вас какие-то позитивные изменения в вашей жизни идут, в работе, в карьере, в учебе, в личной жизни, в семейные изменения, это будет очень хорошо, потрясающе. Поэтому здесь вообще никак не тормозим в этот коридор затмений. Тельцам второй декады, конечно, попроще. У первой и третьей свои изменения. Не говорит о том, что я вас не люблю. Нет, просто вам сейчас нужно пройти этот период для того, чтобы стать сильнее, в себя поверить и дальше стать еще лучше. И вообще, чтобы 2026 год для вас сыграл потрясающе. Ну что, дорогие, вот такой гороскоп на февраль. Если мы этот февраль отыграем на максимуме, то март будет еще лучше. И я желаю вам сил, действий и активности. Все у вас будет хорошо. А если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Я в режиме свободного времени отвечу. При этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос. Ну что, дорогие, спасибо, что досмотрели это видео до конца. И увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.